Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, будет интересно. Сегодня моя постоянная рубрика «Педикюр». Будем делать сегодня аппаратный педикюр, перекрывать ногти гель-лаком и дизайн, конечно же, будет в конце. Обработала хорошо антисептиком стопы и пальчики. И сразу приступаю к обработке пальчиков, снимаю старый материал. Убираю лишнюю длину ногтей. Это делаем по желанию клиента. Кто-то хочет летом чуть-чуть длиннее оставить, кто-то любит покороче. Поэтому обязательно спрашиваю. Опиливаю форму пилочкой на 180 грит. Слегка скругляю уголочки. Далее легкими движениями шлифую поверхность ногтей. Пушером отодвигаю кутикулу, а далее работаю фрезой удлиненная почка. Работаю на 15 тысячах оборотов. Сначала обрабатываю левую сторону, потом правую. Теперь фрезой пламя с синей насечкой 0,23 диаметра. Сначала дочищаю синусы, если это нужно сделать, а далее ставлю кутикулу юбочкой. Напомню, что в педикюре у нас нет подкутикульного кармана слишком глубокого, такого, как мы вычищаем в маникюре, например. Поэтому достаточно неглубоко вычистить птеригий, тот, который находится на ноготочке, и тот, который виднеется в синусах, срезать кутикулу и покрыть гель-лаком в стык к кутикуле. А в данный момент я шариком срезаю юбочку, которую предварительно поставила пламенем. Если это сделать правильно, то она срезается очень легко. Теперь остается заполировать кожу вокруг ногтей силикон-карбидной фрезой. Полировщиком я работаю на реверсе на 12-13 тысячах оборотов. Теперь перехожу к стопе. Решила сегодня для разнообразия поработать не диском, а колпачком. Из старых запасов у меня имеется резиновая основа и одноразовые колпачки. Работаю на 13 тысячах оборотов на форварде. Что я могу сказать? В принципе, ими тоже очень удобно работать. Кто-то может сказать, что эти колпачки некачественные. Были уже такие комментарии в каком-то старом видео. Да, возможно, может быть они и не очень качественные, но для одноразового использования очень даже хорошие. Единственное, что важно, на мой взгляд, это чтобы основа была хорошо отцентрована. Так как мои основы резиновые, они плохо отцентрованы, они дешевые, и поэтому ручка аппарата очень вибрирует. Работать в таких условиях неудобно, но в первую очередь это вредит ручке аппарата. Поэтому, покупая какую-либо фрезу для аппарата, узнавайте, чтобы она была хорошо отцентрована.
Далее перехожу к полировке стопы. Работаю силикон-карбидной фрезой. Этой фрезой работать одно удовольствие. Она хорошо отцентрована, ручка не вибрирует, и клиент не чувствует никаких неприятных ощущений, и мне удобно. Далее смачиваю стопу мыльной водой и скрабирую. Теперь опять распыляю мыльную воду и все тщательно вытираю. Перехожу к покрытию ногтей. Обезжирила ногтевую пластину с помощью Nail Prep и покрываю тонким слоем базы. Второй ноготь от мизинца оставила чуть длиннее. Ногтевая пластина на нем короче, чем на остальных, поэтому в целом, когда покрою гель-лаком, будет гармонично. Покрываю ногти белым гель-лаком. У меня от торговой марки Noob номер 48. С большого ноготочка вытерла липкий слой и бафлю для дальнейшего дизайна, а все остальные сразу перекрыла топом. Сегодня будет у меня мой любимый акварельный дизайн. Работаю каплями Fox, а размываю их спиртом. Даю пару минут просохнуть первому слою, сохнут они на воздухе, лампа здесь не нужна. И тут же рисую галочки для дальнейших лепестков. Черной гель-краской навожу стебелек. Теперь беру синие капли Fox и добавляю на уголочки лепестков. Жду минутку, пока все просохнет, и перекрываю топом. Просушиваю в лампе 60 секунд. И теперь смотрим на результат. И мне кажется, чего-то здесь не хватает. Добавляю прорисовку белой гель-краской. Теперь цветок у нас стал более выразительным. Просушиваю все окончательно в лампе и будем любоваться результатом. Вот такие вот у нас получились стопы.
И вот такие пальчики. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет приятно. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч!